Друзья, всем привет из Кутаиси, Гамарджоба, наконец-таки добрался я до Грузии, ну и решил, хватит записывать в этих 4 стенах, пройтись по городу, по центру, рассказать, тем более, что есть здесь на что посмотреть, ну и уж явно картинка здесь будет приятнее, чем из самой обычной кутаисской квартиры, поэтому мы начинаем. Лучшие трансферы грузинские этого межсезонья, поехали! Межсезонье в европейском футболе продолжается, ну, скорее, оно уже, наверное, подходит к концу, но уже было достаточно ярких трансферов, в том числе с участием грузинских футболистов, и о них мы сейчас с вами поговорим. Вы пока подпишитесь на канал, обязательно поставьте лайк, потому что еще будет очень много контента местного, яркого, с грузинским колоритом и с местными футболистами, с местными экспертами. Ну, нельзя такое пропускать. Подписывайтесь, 20 тысяч надо пробить, иначе зачем мы здесь? Хотел я сделать изначально топ-10, но не набрал столько переходов, которые бы потянули вот на статус таких топовых. Поэтому давайте вынесем за скобки 2 трансфера. Это Саба Гагличидзе, который перешел в Удинезе, как будто бы, это, знаете, ну, наверное, можно было бы и выше поставить, чем условные 6-7 место, но все-таки после того, как Сабу сватали в Рому, в Ювентус и в команды такого уровня, переход все-таки в Удинезе, занявший 12 место в минувшем сезоне серии А, ну, наверное, это не так круто, наверное, могло бы быть получше. Сабе всего 21 год, и вот так вот он уже оказался в серии А. Напомню, что это случилось еще зимой прошлого года, оказался он в Эмполи, там неплохо себя проявил, закрепился в основе, причем, знаете, первые полгода он практически не выходил на поле, потом были травмы у защитников Эмполи, и вот он стал основным игроком, отлично отыграл до зимней паузы прошлого года, и его даже звали там и в Ювентус, и в Рому, в общем, куда он только мог не перейти. В итоге остался он в Эмполи, Эмполи, к сожалению, вылетел. За 4 миллиона евро Саба Гагличидзе перешел из Эмполи в Удинезе. Ну, наверное, не то, о чем мы с вами мечтали. Слышали мы и про Рому, и про Ювентус, и Милан. В общем, все итальянские гранды были в списке. В итоге Саба перешел в Удинезе. Ну, могло быть и лучше. 12 место прошлого сезона, контракт на 5 лет. Ну, что-то мне подсказывает, что Саба в итоге там не доиграет весь этот контракт. 21 год сейчас Сабе. Было немало травм, в сборной всего 3 матча, но я думаю, что он именно тот футболист, который должен помочь и сборной Грузии попасть, ну, если не на чемпионат мира напрямую, ну, хотя бы в стыке. Еще один футболист, о котором хотелось бы вам рассказать, это Нодар Ломинадзе, футболист, который проявил себя очень даже на молодежном чемпионате Европы. У него пока нет матчей за основную сборную Грузии, но вот за молодежку он забил в матче против Польши и вообще выглядел очень даже неплохо. Такой, исходя из его инстаграма, мне показалось очень сентиментальный футболист. Я даже пожелал ему удачи, и он ответил, поставил лайк, за что ему большое спасибо. Но это повод вам поставить лайк под этим видео. Так вот, Нодар летом перешел в Эштарил. Выкуп полноценный из Динамо Тбилиси. Не знаю вообще, сколько он будет там получать практики, но, наверное, для дальнейшего прогресса очень неплохой вариант, потому что Эштарил команда, ну, знаете, такой середнячок. Вроде бы и за выживание не должны бороться, но и как будто бы там Нодар должен получить свое игровое время и продолжить движение вперед. Но, опять же, повторюсь, это вот те трансферы, о которых хотелось бы сказать, но я их вынес за скобки. Это, конечно, безусловно, для развития грузинского футбола полезно, но были более яркие переходы. Вы пока можете подумать, какие, а мы сейчас начнем по порядку. Вот в Кутаиси есть вот такой бар, где смотрят футбик. И я уверен, что здесь завтра будет Ливерпуль смотреть с участием Мамардашвили. Может быть, я и посмотрю. Итак, 5 место Лука Лочошвили и его переход из итальянского Кремонезе в немецкий Нюрнберг. Servus Club fans, I'm Luca. I'm happy to be here and looking forward to see you at stadium. Это такое серьезное приобретение. Нюрнберг играет во второй немецкой Бундеслиге, тренирует команду Мирослав Клозе. Очевидно, что клуб претендует на повышение в классе, хочет выйти в первую Бундеслигу, но нужно будет поработать. Уже сезон начался, Лука играет стабильно, вот уже 2 матча провел. Причем первый матч он играл слева на фланге, потом второй же в центре обороны. С Кремонезе не очень получилось. Кстати, сама команда Кремонезе вышла в серию А, а вот команда, в которой Лука проводил остаток сезона, Салернитана, отдали его туда в аренду,
она, к сожалению, вылетела в серию С, и поэтому вот оказалось, что Кремонезе Лучашвили оказался уже не нужен, а оставаться в Салернитане было бы еще более странно, поэтому мне кажется, что Нюрнберг очень даже неплохой вариант для 27-летнего футболиста. Остается добиваться результатов, потому что в первых двух матчах я смотрел обзоры, вроде бы Луки доверяют, вроде бы все было неплохо, но моменты своей команда не реализовывала. В итоге оба раза по 0-1 проиграла, и пока плетется в самом низу таблицы. Обнадеживает лишь то, что Мирослав Клозе доверяет Луке, и я надеюсь, что будет делать это и дальше, потому что Лука очень важный футболист для сборной Грузии, и, конечно же, игровая практика ему очень нужна. Делал я выпуск отдельный про грузинских футболистов во Франции и про их возможное будущее. И вот знаете, буквально как только он вышел, сразу два грузинских футболиста оказались во Франции. Речь про Георгия Абуашвили и Георгия Цитаишвили. Цитаишвили приходил из Гранады, из Сегунды, в футбольный клуб Мец. И Абуашвили, можно сказать так, вместе с ним за компанию перешел. Была большая пресс-конференция, я тоже ее переводил, смотрел, что там было интересного. Любопытно, что Цитаишвили признался, что на него больше всего повлиял Жорж Микаутадзе, который убедил, что стоит переходить. Цитаишвили хорошо знаком с Жоржем по выступлениям за национальную сборную. Цитаишвили 24 года, но уже у него целых 25 матчей за национальную сборную Грузии. И вот на пресс-конференции он признался, что ключевое мнение, которое было для него важным, это мнение Жоржа Микаутадзе. С ним он советовался. И, конечно же, Цитаишвили впечатлен тем, что есть у Меца, какая база, какие поля. Это, наверное, скорее такие дежурные фразы, но здесь и представитель клуба тоже хвалил Цитаишвили. Я напомню, что Цитаишвили в прошлом сезоне выступал за Гранаду, с ней занял 7-е место, достаточно результативно там играл. В итоге Гранада не смогла пробиться в плей-офф за выход в Ла Лигу, в отличие от Леванте Георгия Кучарашвили, которая вышла с первого места. Но, тем не менее, сезон в целом для Цитаишвили был неплохой, и хотелось какого-то дальнейшего роста. Мне кажется, переход в Мец, несмотря на то, что это команда даже по стоимости игроков внизу, и это команда, которая только вернулась в Лигу 1, и она по потенциалу как будто бы внешне хуже того же Парижа. Я имею в виду футбольный клуб Париж, не Пари Сен-Жермен, и еще одного новичка французской лиги 1. Но, тем не менее, будет он играть с Абуашвили. Кстати, Георгий Абуашвили, вдруг кто не знает, 21-летний футболист, играл тоже за молодежную сборную Грузии на минувшем Евро. Достаточно хорошо себя проявил, но у него, знаете, фактически какого-то опыта игры за границей нет, в отличие от того же Цитаишвили, который играл уже там и в Испании, и в Украине, и который до сих пор, кстати, киевскому «Динамо» принадлежит. Так вот, Абуашвили, он имел опыт выступления за Порту, находился в системе Порту, скажем так, да, но не главной команды, конечно, второй команды, потом играл в Грузии за Калхети, и вот фактически из Калхети он и перешел в Мец. Это арендное соглашение на 1 год, что и у Цитаишвили, что и у Абуашвили, вот поэтому я их так вместе расположил. Не знаю, что покажет Мец при их участии. Вот Абуашвили, например, сказал, что наоборот, не Микаутадзе на него повлиял, а Цитаишвили. То есть получается, что Микаутадзе помог перейти Цитаишвили, а Цитаишвили помог перейти Абуашвили. Вот такая вот история. И в итоге еще 2 грузинских игрока у нас будет в чемпионате Франции, в Лиге 1. Очень интересно будет за этим наблюдать. Больше таких грузинских дерби. Не знаю, куда в итоге отправится Зорико Давиташвили, но забавно, что на презентации вот этих 2 грузинских футболистов прозвучал вопрос, а случайно не любит ли Бог Троицу и не ждать ли еще одного грузинского футболиста в Меце? И давайте посмотрим, что на это ответил представитель Меца. Vous savez, les bons joueurs sont toujours les bienvenus à Metz. Si à un moment on pense qu'ils vont nous apporter quelque chose et qu'ils vont améliorer l'équipe, bien sûr, sans problème. En tout cas, je vous le dis, cette mentalité correspond au club et à ce qu'on veut faire. Идем дальше. 3-е место Георгий Гочулишвили, который перешел в немецкий Гамбург. Today is my first day in Hamburg, so I training first. Everyone is friendly, that's why for me it's good, and I will do my best and hard work, and so we do everything. И будет играть в первой немецкой Бундеслиге, где, кстати, до сих пор остается Хайденхайм, Будузи Взивадзе.
Так, знаете, молниеносно этот трансфер случился. Георгий по-прежнему принадлежит футбольному клубу «Шахтер», но вот, видимо, появился такой вариант с Гамбургом. Гамбург — это команда, которая, я напомню, 7 лет не могла вернуться в Бундеслигу, вылетела, можно сказать, по недоразумению и никак не могла туда попасть вновь. Ну вот, в минувшем сезоне наконец-таки получилось, и теперь начали они усиливаться. Георгий приехал не так давно в расположение Гамбурга. Это случилось на Мальорке, где сейчас команда к сезону готовится. Уже на следующей неделе команда начнет в Кубке, а потом, знаете, там сумасшедший будет график. Там и Мюнхен-Гладбах, и Бавария, и встреча с Хайденхаймом, будут в Зивадзе. В общем, так вот с места в карьер. Мне кажется, что все-таки Гочелишвили звали как основного игрока основного состава. Посмотрите, как его вообще встречали и какой был антураж. Огромнейшее видео сняли, я обязательно выпущу его в полном формате. Но давайте пока фрагменты посмотрим диалогов, которые были. Мне особенно понравился про игровой номер. We need to talk about the shirt number as well. Yeah. Which number is free? There are some free ones. Okay, I will ask you later. Okay. Do you have any preference? I asked my wife, and so Wife is always deciding, Yeah. right? Yeah. Георгий имеет контракт с донецким «Шахтером» до зимы 2027 года. У него уже 14 матчей за основную сборную Грузии. Ну и кто вдруг не знает, я напомню, что Георгий играл уже и в Лиге чемпионов, и в Лиге конференции, вот как раз с Копенгагеном. Но матчи в Лиге чемпионов, любопытно, что проходили именно в Гамбурге. И вот с партнерами по команде он уже успел обсудить эти игры. И голевую передачу, между прочим, на единственный гол в матче с Барселоной, где «Шахтер» выиграл со счетом 1-0. You played in Hamburg against Barcelona? I watched the game. I was there. Top player. From Barcelona. How did you play games? 4. And you? 0. And you? 0. Идем далее. Второе место нашего рейтинга — Георгий Кочурашвили. Футболист, который выступал за Леванте в минувшем сезоне в Сегунде, выиграл эту Сегунду, несмотря ни на что. О переходе Георгия стало известно еще до конца сезона, но тем не менее он доработал до конца, отыграл свой сезон, помог команде добиться повышения в классе. Немного обидно, что Георгий не попробовал своих сил уже в высшем дивизионе Испании, куда он мог попасть. Вообще забавно, что было 3 футболиста грузинских в Испании, а теперь не будет ни одного. Потому что победитель нашего рейтинга, он тоже как раз-таки уехал из Испании, ну и мы уже сказали про Цитаишвили, который выступал за Гранаду, а сейчас будет играть во Франции. Ну вот так вот грузины сбежали из Испании. Ну, вот так вот случилось. Но, возвращаясь к Кочурашвили, самое главное, что он перешел в состав «Спортинга». Это команда, которая будет играть в Лиге чемпионов, совершенно точно, уже в основном этапе. Причем сейчас, на данный момент, это самая дорогая команда Португалии по стоимости состава. Это значит, что Георгий будет получать бесценный опыт, он будет, безусловно, прогрессировать. И, вы знаете, в интервью клубному каналу, клубному телевидению он сказал, что я не тороплюсь, я не люблю вот этой суеты, я люблю, когда все спокойно, когда вот прогресс идет, ну пусть он будет медленным, но чтобы медленно, наверное, я подходил к основному составу. Мне кажется, блестящие слова. Ну, давайте послушаем, что еще Кочурашвили говорил по поводу своего перехода. A língua portuguesa. Se já dá bastantes toques no espanhol, o português deve vir de seguida. Falar muy poco, pero voy a aprender rápido porque los compañeros hablan conmigo portugués, intento aprender, la gente de club también intenta hablarme en portugués, yo lo entiendo, pero cuesta hablar y lo voy a pillar. 31 августа Кочура сыграет против Порту в чемпионате Португалии. Ну и потом, конечно же, будут матчи в Лиге чемпионов. С нетерпением ждем. Желаем удачи Кочу. Я думаю, что все у него получится. Вот так постепенно мы добрались и до вершины рейтинга. И как вы думаете, ну кто у нас на первом месте? Конечно же, Георгий Мамардашвили. Пусть его переход уже состоялся достаточно давно, еще прошлым летом. Мы про него говорили, мы про него знали. Но посмотрите, как складываются обстоятельства. У Алисона были разные причины семейного характера, травмы. И фактически предсезонку основным вратарем был Мамардашвили. И вот буквально на днях состоится матч Ливерпуля и Кристал Пэлас, и мы до сих пор не знаем, кто будет основным вратарем в этой игре. Вполне возможно, что и Георгий будет. Я, кстати, отмечу, что у Георгия до сих пор нет никаких титулов. И, в принципе, вот он свой первый титул может выиграть уже в Англии. У него уже 4 матча за Ливерпуль. Представляете, в предсезонке
Ну, по-разному они проходили. Где-то он играл тайм, где-то матч целиком. Ну, вот, например, был матч с Атлетиком из Бильбао. Первый матч на Энфилде Георгия Мамардашвили. Проходил он, может быть, так неоднозначно, можно сказать, потому что 2 пропущенных мяча все-таки со стандартов. Георгий там вообще ничего не смог сделать. Но, тем не менее, 90 минут, и вот можете посмотреть эти кадры, как ладит Георгий со всеми партнерами по команде. Такое ощущение, что, как и Кочурашвили, он, в общем-то, хорошо влился в коллектив, и вот теперь просто нужно как-то, вот, знаете, зацементировать вот эту уверенность уже матчами в составе главной команды, успешными играми и сухими играми, я надеюсь, что тоже. Будем верить, что с Кристал Пэлас уже будет первый титул. Друзья, вот такой рейтинг. Надеюсь, что вам было интересно. Честно скажу, что много времени заняла подготовка к съемке этого видео, поэтому, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на канал, дальше будет еще интереснее. И, ну, не только я вам Кутаиси буду показывать, скоро отправляюсь в Местью, надеюсь, что что-то я сниму про местный футбол. Здесь, к сожалению, пока не удалось снять, но вот такие вот обзорчики будут регулярно выходить. Превью к матчу Пари Сен-Жермен и Тоттенхэма с участием Хвича Кварацхелия, превью к золотому мячу. Вы знаете, что Хвича Кварацхелия в числе кандидатов. Вот это все будет и многое-многое-многое другое. Поэтому, пожалуйста, оставайтесь на канале, пишите ваши комментарии, ваши мнения о трансферах. Еще, конечно, сделаю отдельное видео о том, чего ждать нам от вообще европейского сезона, где будет очень много грузинских футболистов. Мне кажется, так много, как никогда, в том числе в Еврокубках. Короче, будет очень круто, друзья. Оставайтесь и... Не хочу говорить нахвамдис, но нужно. Нахвамдис и до новых встреч.